Всем привет! Сегодня приготовим турецкую сладость пахлава. Пахлава получается очень сочная и вкусная. Нам понадобятся следующие ингредиенты: мука, растительное масло, уксус, растопленное сливочное масло, 2 яйца, йогурт и разрыхлитель с солью. Сначала нужно соединить все жидкие ингредиенты. Яйца немного перемешиваем. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Сюда же добавляем сливочное масло, наш йогурт. Йогурт можно заменить густым кефиром, растительное масло. И все перемешиваем венчиком. Добавляем 1 столовую ложку уксуса, разрыхлитель и соль. Еще раз все перемешиваем. Вот такая реакция с уксусом пойдет. Далее добавляем муку. Муки может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Самое главное, чтобы тесто получилось мягким, и оно к рукам особо не липнет. Сначала перемешиваем ложкой, потом перемешиваем, замешиваем руками. Точное количество ингредиентов есть внизу в описании под видео. Получилось вот такое вот тесто. Делим его пополам, формируем кругляшки и убираем отдыхать на минут 10-15. Сверху лучше прикрыть чем-нибудь. А пока приготовим сироп. Для этого в кастрюльку наливаем 4 стакана воды, либо 800 мг воды, 200 грамм сахара и сок от половины лимона. Ставим на плиту на средний огонь, доводим до кипения, затем уменьшаем и на очень медленном огне кипятим 20 минут. Крышку нужно закрыть. Пока наш сироп готовится, можем уже раскатать наше тесто. Одну половинку теста формируем такой как бы прямоугольник, посыпаем кукурузным крахмалом, прям много-много крахмала, не жалеем, и раскатываем большой пласт, не сильно тонкий. Периодически посыпаем крахмалом и раскатываем. Примерно вот такого размера. Хорошенько раскатали прямоугольной формы. Теперь края разрезаем вот таким вот образом. И будем складывать, делать слоеным наше тесто. Делаем вот такие вот надрезы. С обеих сторон прямоугольника. Затем вот таким вот образом складываем тесто друг на дружку. То же самое и проделываем со вторым кругляшком теста. Затем убираем оба квадратика,
Тоже закрываем целлофаном и даем отдохнуть минут 20. Пока тесто отдыхает, приготовим крем для начинки. Вот наш сироп уже готов, он стал такой густой. Выключаем плиту, убираем его остывать, чтобы он стал теплым. Теперь ставим на плиту молоко. В молоко кладем 2 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки манной крупы. Варим густую манную кашу. Это будет наш нежный вкусный крем для пахлавы. Несколько минут его провариваем, непрерывно мешаем, чтобы ничего не подгорело и не образовались комочки. Затем полностью остужаем и перекладываем в кондитерский мешок. Вот такой густой крем у нас получился. Теперь можем раскатать наши квадраты с тестом, наше слоеное тесто. Раскатываем максимально тонко, очень большой пласт раскатываем тонкий-тонкий. Затем делим на ромбики любым удобным для вас способом. Чтобы было ровно, можно вот так использовать скалку, либо можно на глаз просто. Самое главное, чтобы получились ромбики из теста. Затем каждый ромбик будем наполнять начинкой и выпекать пахлаву. Теперь посерединке кладем немного крема. Также нам понадобятся грецкие орехи, желательно цельные половинки. Выкладываем вот таким вот образом по 2 штуки на один ромбик. Затем складываем. И перекладываем в противень, либо в специальную посуду для пахлавы. Желательно, чтобы она была небольшим углублением, так как мы будем далее заливать это все сиропом. У меня такой специальной посуды нету. Просто противень застелила пергаментом и туда выложила все наши налепленную пахлаву. Также нам понадобится растопленное сливочное масло. Нужно будет хорошенько смазать их, либо прям полить. И отправляем в духовку на небольшую температуру выпекаться около часу, примерно на 100-110 градусов. Будет выпекаться на таком медленном огне примерно около часу. Хорошенько поливаем сливочным маслом и отправляем в духовку. Пока они выпекаются, вторую часть приготовим. У меня получилось вот таких небольших 3 противня из данного количества ингредиентов.
На сильный градус не ставьте, ставьте на такой средний, и они должны там постепенно выпекаться не спеша. Хорошенько подняться должны и зарумяниться. Вот так красиво все складываем, собираем, поливаем маслом и отправляем. Получаются они не только красивые, но и очень-очень вкусные, напитанные маслом и сиропом с большим количеством орехов внутри. Вот первая партия у нас приготовилась. Теперь наш теплый сироп заливаем поверх пахлавы. Заливаем прям много. Делим сразу сироп, если у вас там 2 противня, то на 2 части и полностью заливаем. Она вся пропитается за часа 2, может быть даже меньше, час-полтора полностью пропитается, ее там не останется водички. И оставляем на пропитку. Через час примерно наша пахлава уже будет готова. Сверху для украшения можно посыпать фисташковой мукой, чтобы было красиво и вкусно. И можно подавать к чаю либо к кофе. Это очень-очень вкусная сладость. Обязательно попробуйте приготовить по данному рецепту. Напишите в комментариях, любите ли вы турецкую кухню. Давайте посмотрим, какие они получились в разрезе. Нежное слоеное тесто, пропитанное, и много-много начинки. Они очень мягкие и вкусные. Посмотрите, какие получились слоеные. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Скоро будет много новых, полезных и вкусных рецептов. Всем спасибо за просмотр. Удачи на кухне. Пока.